great time. If you want a glass of water or something, to get it. Glass of water, anybody? Anybody sandwich? Всем привет! Может быть, вы меня помните, в прошлый раз я уже здесь был. И как и в прошлый раз, Артем будет мне помогать с переводом. Hi everyone, you might remember me, I was here last time. And just like last time, I'll be here to translate for you guys. Я хочу вам рассказать снова о России, снова о том, как Бог в России помогает людям, которые в Него верят. I want to tell you guys again about Russia and how God helps people who serve Him there. Россия – это очень большая страна, но, как я уже говорил, это страна, в которой очень мало людей, которые действительно верят в Бога. Russia is a very big country, but as I told you last time, it's a very small Christian country. Чуть больше 30 лет назад распалась страна, которая называлась Советский Союз. Она была еще больше и еще более безбожной. About 30 years ago, the USSR collapsed, which was an even bigger country and even more ungodly. В этой стране жило 300 миллионов человек, и среди них было очень-очень мало верующих людей. In the USSR lived 300 million people, and a very small fraction of them were Christian. Люди, которые управляли этой страной, когда-то сказали, что мы провозглашаем, что Бога нет, религия – это вред для народа, Библию запретим, а последнего верующего покажем по телевизору. The leaders of the USSR said that Christianity was a disease that was very bad for the country, and that Bibles were no longer allowed, and that the last Christian would be shown on TV. Но, как мы знаем, сейчас Советского Союза нет, а Бог есть, и верующие люди в России тоже есть. But as we know now, the USSR does not exist anymore, but Christian people and God still do. Вначале я хотел бы рассказать о чудесах, которые происходят сейчас, и часть из них происходили прямо на моих глазах. Now I'd like to tell you about some miracles that happened, and some of them even happened before his eyes. Когда был финансовый кризис 2008 года, очень много людей потеряли в России работу, было очень тяжело. During the recession of 2008, a lot of people in Russia lost their jobs, and a lot of them. В России. Нет. Просто когда был кризис, очень много людей потеряли работу, и было тяжело жить. Okay. A lot of people lost their jobs, and it was very hard for them to live. Но Бог своих людей никогда не оставлял. But God never left His people. В семьях верующих людей в России сейчас очень много детей. 7, 8, 10 детей. У моего друга в семье 17 детей. In Russian families, there's a lot of kids, up to 7 or 8, and his friend has up to 17 kids. И когда отец в такой семье теряет работу, это очень страшно. And when a dad loses his source of income in that kind of family, it's very scary. Один отец такой большой семьи однажды пришел в магазин, и у него абсолютно не было денег в кармане.
One of these dads went into a store and he had no money in his pocket. Но он знал, что если он придет домой без продуктов, то его детям нечего будет есть. But he knew if he didn't come home with any produce that his kids would starve. Он ходил между полок в магазине, клал в корзину нужные продукты и молился. He walked through the store and as he picked out groceries that were necessary, he prayed. Когда он пошел к кассе для того, чтобы ему посчитали эти продукты, он не знал, что будет дальше. When he went to the register for them to ring up his produce, he didn't know what would happen next. Когда он выложил все свои продукты на ленту, кассир нажал на какую-то кнопку, и по громкоговорителю в магазине объявили, что сегодня в магазине акция, и покупатель, который сейчас стоит на ленте, получит все продукты бесплатно. As he was putting his produce onto the conveyor belt, the cashier went over the intercom and said that the buyer who stands at this lane gets all his produce for free because of royalty reward, like a million customer type thing. Он начал молиться, у него потекли слезы, он как только вышел из магазина и начал очень громко благодарить Бога за это. As he stood there, he was crying while praying, and when he walked out of the store, he was worshiping very loudly. Отец моей жены, пастор церкви, миссионер, человек, который очень много трудится для Бога. Скажи опять. Отец моей жены, он пастор, он много трудится, он миссионер, он Божий человек. The father of his wife is a pastor and a missionary who serves God very hard. Во время этого кризиса также ему было тяжело. During the recession, his life was very hard too. В его семье было 10 человек, и был момент, когда у них дома также нечего было есть. In his family were 10 people, and there was a moment where it was very hard for them to eat. Он проверил свою банковскую карту и обнаружил, что на ней все еще нет денег. He checked his bank account and he realized that he had no money still. Тем не менее, он помолился и пошел в большой магазин за продуктами. After this, he prayed and then he went to a store for some produce. Его вера была настолько большая, что он взял эту карту, взял корзину и сложил туда все необходимые продукты и смело пошел на кассу. His faith was so strong that he loaded up his basket and with the card he went into the store, not scared. И когда его попросили произвести оплату, он дал свою банковскую карту, и с нее списали деньги, которых там не было. And when they asked him to pay, he paid with the card, and the card took money that didn't exist. Бог воздает тем, которые в Него верят по-настоящему. God provides for those who genuinely believe in Him. It's really Одна семья 20 лет назад испытывала очень большие проблемы с финансами. A family about 20 years ago was experiencing a lot of financial problems. Однажды они заметили, что каждый вечер в вазе на полке появляется 20 рублей. Okay, give me a Ну, second. это $1. Ну, да. Однажды вечером они как бы увидели, что в этой вазе лежат деньги, $1. Так. Ну, просто один раз. Okay. Once they noticed that in a vase on a shelf appeared 20 rubles, which is equivalent to just about $1. Они взяли этот $1, поблагодарили и начали молиться, и по вечерам всегда обнаруживали снова в этой вазе, каждый вечер по $1 появлялось. They took this dollar and they thanked God for it, and consecutively the vase would have $1 in it every night. 20 лет назад это за $1 семья могла целый день прожить. 20 years ago in Russia, a family could live off of $1
for a day. И все это продолжалось очень длительное время. And all of this happened in a prolonged period of time. Но как вы думаете, когда это перестало происходить? But what do you think? When did this stop happening? Never. I'd say it's still happening. Он говорит то, что все еще. Нет. Тогда, когда они спросили в молитве: Боже, а почему только $1? No, it stopped after they asked God in a prayer, why only $1? Oh my goodness. Wow. Но я хотел бы вам сегодня рассказать о жизни другого человека. But today I'd like to tell you about a story about a different person. В прошлый раз, когда я был здесь, я рассказывал вам историю человека, который основал христианскую пятидесятническую церковь России. Last time he was here, he told a story about a person who started the Protestant church in Russia. А сегодня я хочу вам рассказать о человеке, которого в России знает каждый верующий. Today I'd like to tell you about a person that every Christian in Russia knows. И его даже называют современным Иовом. They even call him today Job. Today's Job? Modern Job. Okay. У него была очень сложная судьба. Покажите, пожалуйста, фотографию. Yeah. Я хочу рассказать об этом человеке. Его зовут Сергей Васильев. He'd like to tell you about that person. His name is Sergei Vasilyev. Этот человек прожил очень насыщенную, но очень тяжелую жизнь. Я. This person lived a very bright life, but it was very hard. Но его дело, которое он делал на протяжении всей жизни, живет до сих пор. But the work that he did still lives on today. Когда-то Сергей, будучи, когда ему было 35 лет, работал на железной дороге. When Sergei was 35. when he was 35, he worked on a railroad. Он был очень примерным работником. Всегда начальство его выделяло среди всех, потому что он был честным, работал много, и у него была большая семья. He was a very honest worker, and his foreman would always pick him out because he was honest and responsible, reliable too. В городе, где он жил, было не так много верующих. The town where he lived, there weren't many Christians. Он со своей семьей долгое время строил дом. He, along with his family, spent a very long time building their home. И однажды, когда он возвращался с работы в свой дом, его остановили полицейские. One time when he was coming home from work to his house, a policeman stopped him. Это было рядом с его домом, и он услышал страшные крики его детей из его дома. This was very close to his house, and he heard the scared screams of his children. Он понял, что в доме проходит обыск. He realized that the house was being searched. В то время верить в Бога было преступлением. At that time, believing in God was a crime. Это было в 1940 году. This was in 1941. Он понял, что его арестуют, и увидеть семью он не скоро. He understood that he was going to get arrested and that he wouldn't see his family for a while. Когда он задавал вопрос полицейским, которые его уводили, за что, они сказали, что разберемся позже. When he asked the policemen that were arresting him why, they replied, "We'll figure that out later." Но он знал, что это связано с тем, что он верит в Бога и говорит о нем другим людям. But he knew that this was because he believed in God and that he told other people about God. Когда он оказался в тюрьме, к нему неоднократно приходил следователь и очень жестоко допрашивал его.
кратко это. Много раз. When he was in jail, he was visited a lot by people who urged him to talk about something. Из слов следователя он узнал, что ему вменяют преступлением, ну, делают преступлением, что он в новогоднюю ночь в своем доме совершил молитву. To go back to what I was saying before, he was telling him why he was being arrested, and it was because the night before his house held a prayer night type thing. В ту ночь, Новый год, с ним находились как верующие люди, так и неверующие соседи, которых он позвал для того, чтобы сказать им о Боге и чтобы с ними помолиться. The people that were in his house that night were Christian and non-Christian neighbors who he called there to tell him about God. И кто-то из неверующих людей об этом сообщил властям. One of the non-believers who were there reported it to the authorities. Его очень сильно били и заставляли, чтобы он рассказал много из того, что он не совершал. Например, что он вел деятельность против страны, против властей. He was beat very much, and he was told to say that he did crimes that he didn't commit. Но он не соглашался и говорил, что он всего лишь верующий человек, который любит Бога. But he didn't agree to this, and he only said that he was a Christian person who believed in God. С первого дня, когда он оказался в тюрьме, у него пропал голод, он перестал принимать пищу. The first night when he got to jail, his appetite was lost, and he didn't eat for a while. Когда ему задали вопрос, почему он не ест, и спросили, что он решил объявить голодовку, он сказал: нет, я не отказываюсь от пищи, просто я не могу есть еду тут, когда я знаю, что моя семья осталась одна без меня, и им тяжело. That was a lot. Give me a second. When asked why he wasn't eating, and they inquired if it was a hunger strike, he said no, because he wasn't eating because he couldn't eat here while he knew that his family was starving out there. К нему не пускали увидеться его жену, и с первого дня, как он оказался в тюрьме, он не знал, что происходит с его семьей. His wife wasn't allowed to visit him, and from the first day that he was in jail, he didn't know what was happening with his family. За то, что он перестал есть, администрация, начальник тюрьмы, повелитель, заставил посадить его в особую камеру для тех, кто не подчиняется режиму. Ну, в такую особую камеру, где очень тяжело, она маленькая, и там... Да. When he still wouldn't eat, the prison guards put him into solitary, so they could keep a closer eye on him. Шли дни, а он ничего не ел, и есть ему абсолютно ничего не хотелось, у него была очень тяжелая тоска. As the days would go on, he still wouldn't eat because he was very... Тоска. Грусть. Because he was very depressed. Когда прошло 20 дней с момента, когда он ничего не ел, его вызвал к себе начальник тюрьмы. After going 20 days without eating, I don't want to say head honcho, but like the top guy at the prison called him into his office. Спросил, как ты ничего не ешь и до сих пор еще жив. He asked, how have you not eaten and how are you still alive? На что Сергей сказал, что я верен моему Богу, и Бог меня хранит. To which he replied that he was loyal to his God and that God protects him. Его вернули в эту камеру. Камера была длиной 5 шагов, шириной 3 шага. After this, he was put back in his cell, and
and his cell was five steps long, so foot to foot, and 3 steps wide. Wow. У него злой охранник забрал у него верхнюю одежду, оставил только на нем нижнюю одежду, и так, что там находиться было очень холодно. His guard who was overseeing him was a very cruel man, and he took his top garments, so it was very cold for him to be there. Он приходил утром, кровать была прикреплена к стене, он, охранник, эту кровать утром поднимал к стене и замыкал на ключ. During the day, in the morning, the guard would come into his cell, and his bed would fold up, so like it was a folding bed, and the guard would fold up the bed and lock it. А открывал кровать, чтобы он мог поспать, только с 11 часов вечера до 7 часов утра. And he only unlocked the bed so that he could sleep from 11 p.m. to 7 a.m. Все это время Сергей молился Богу и задавал Богу вопросы. During all of this, Sergei was praying to God and asking him questions. Он очень сильно исхудал, стал похожим на живой скелет. He became very skinny during this time, and he looked like a walking skeleton. Хоть эта тюрьма находилась не на севере, но по ночам было уже очень холодно, так как у него даже одеяла не было. This prison wasn't in the north, so it wasn't as cold, but it was still cold at night, and he didn't even have a blanket. Очень часто по ночам ему являлся сатана и смеялся над ним. Very often during the night, Satan would appear to him and laugh at him. Он говорил ему: что ты здесь лежишь, почему ты ничего не ешь, ты здесь умрешь, и очень много плохих слов ему говорил. He laughed at him and he said, "Why are you not eating? You're gonna die here. Why are you still here?" And he said a lot of like profanity, a lot of bad words. Но тогда Сергей начинал громко молиться Богу, призывать Бога на помощь, и он убегал. But while this was happening, Sergei would call on God, and Satan would run away. Шли дни, а Сергей продолжал ничего не есть, но почему-то еще оставался жив. The days still went on, and he still wouldn't eat, but he was still somehow alive. Охрана стала приходить и вставлять ему в рот специальную трубку, через которую заливали какую-то жидкость. The guards would come in and they would force feed him through a tube. Ему было от этого очень сильно больно, и часто эту жидкость разливали на него, и из-за этого он сильно мерз. This really hurt him, and often they would spill the liquid substance onto him so that he would be very cold. Прошло 50 дней с момента, как его арестовали, и в тюрьму приехали врачи, чтобы посмотреть на его состояние. After 50 days of him being there, prison got doctors to come see him. К этому моменту он уже не мог разговаривать и самостоятельно передвигаться. At this time, he couldn't talk or willingly move. Его охранники взяли за руки, за ноги, принесли, положили на стол, чтобы на него посмотрели врачи. The guards had to carry him by his arms and legs to the table so the doctor could look at him. Врачи выдали документ, в котором написали, что ему осталось жить всего 2 дня. The doctor put out a document that said that he only had 2 days to live. В эти моменты большинство времени он проводил в молитве духом к Богу. Он уже мало понимал, что происходит вокруг, только молился. During this time, he wasn't able to comprehend anything that was happening around him, so all he did was pray.
Продолжалась попытка охраны кормить его. Он уже не мог сопротивляться, ему снова и снова приходили, вставляли трубку и заливали какую-то жидкость. The guards would still go on about their habit of force feeding him with the tube. Но это не была еда, это было просто какое-то лекарство, очень горькое, как он говорит, на вкус, и он не понимал, зачем это нужно. The liquid that they would pour down the tube wasn't exactly food, it was like a medicine that was very bitter to the taste and not good to drink. Очень часто он просил, чтобы Бог дал ему смерть, но Бог держал его живым. Many times he asked God to allow him to die, but God kept protecting him. Так прошло еще 50 дней. Like this, another 50 days went on. Снова приехали врачи, и снова его принесли практически мертвого к ним. Again, the doctors came, and again, they practically carried him like a dead man to the table. Начальник среди этих врачей спросил, начальник тюрьмы спросил у врачей, сколько может человек прожить без еды. Начальник тюрьмы, Да, в Америке другая система. главный в тюрьме. The top guy at the prison asked the doctors how long a person could live without food. Врачи сказали, что 7 дней, в лучшем случае 13 дней, но после них уже произойдут необратимые процессы. The doctor said 7 days, but on a good, best case scenario, at 13 days. But after that, the body would start failing. А этот человек уже больше 100 дней ничего не ел. But Sergei had already not eaten for more than 100 days. Снова врачи уехали и написали, что через 2 или 3 дня он умрет. Again, the doctors said that he had 2 to 3 days to live and left. Но прошло еще 30 дней, и Сергей все еще оставался жив. But another 30 days went on, and he was still alive. Когда врачи вернулись снова, они поняли, что нужно пытаться его лечить. When the doctors came back, they realized that they had to try to help him. Но они очень боялись, что он умрет в больнице. But they were really afraid that he would die in the hospital. Тогда охрана решила забрать его из одиночной камеры и отправили его в камеру, в которой уже было 30 человек. The guards decided at this point to take him out of solitary and put him into a cell with more than 30 people in it. Места в этой камере не было, она была переполнена, и поэтому его положили рядом с местом, где находился туалет. There wasn't any room in the cell. It was very overcrowded, and the only place they could put him was next to the toilet. Люди, которые находились в этой камере, спрашивали у охраны, зачем вы принесли сюда этого покойника, мертвого. The people who were in the cell asked the guards why they would take, why would they put a dead man in the cell. Они говорили, он же сейчас или утром умрет, он не переживет даже эту ночь. The guards told him that he shouldn't survive the night and that he would be dead by the morning. Но он оставался жив. Они смотрели на него и удивлялись, почему он еще жив. But he was still alive, and inmates were astounded that he was still alive. Он, правда, был похож на живого трупа, потому что он даже уже не открывал глаз, только иногда немного шевелил губами. He really did look like a living corpse, and he couldn't open his eyes anymore, and he very rarely moved his lips. 2 недели он пролежал в этой камере около туалета.
2 weeks he laid in the cell next to the toilet. И когда люди хотели сходить в туалет, они мочились на него. Okay. So when people would use the bathroom, it often got on him. Он начал очень сильно вонять, и думали, что он просто сгниет. He stank very bad, and they thought that he would eventually decay. Эти люди были очень жестокими, и им его было не жалко. These people were, I don't want to say cruel, but kind of cruel and insensitive, and they didn't really care about him. Когда снова приехали врачи, его принесли, от него стоял очень страшный запах. When the doctors came again, he had a very foul stench. He had a very foul stench. Его кожа была потресканная и вся в гниющих ранах. His skin was very cracked and full of infections, infected wounds. Yeah. Его решили наконец забрать в больницу. They decided to finally take him to the hospital. Врачи его помыли, переодели и положили на больничную койку. The doctors washed him and reclothed him and put him on a gurney. Он был настолько худой, что не могли даже сделать ему укол, потому что игла не заходила. He was so skinny that they couldn't even give him an IV because he had no muscle tissue. Его накрыли несколькими одеялами, и все больные, кто был в палате, ждали, когда он умрет. They covered him in a lot of blankets, and the patients who were there waited for him to die. Но этого не происходило. И на удивление всех, в больнице ему стало лучше. Его подключили к питанию, к другому питанию, но также через трубочку. But to their surprise, he was still alive, and he got better due to them feeding him, still through a tube, but better nutrition. Врачи говорили, что его желудок стал такой сухой, что он никогда уже не сможет переваривать пищу. The doctor said that his stomach had become so dry that he would never be able to process food again. Но время шло, и ему становилось лучше. Однажды он почувствовал он пришел в себя, стал нормально функционировать и почувствовал, что он хочет кушать. But he did get better, and eventually he got better enough to where he could function and feel that he wanted food. В больнице были условия лучше, чем в камере, и поэтому ему там было легче. The food was better at the hospital along with his accommodations, and this made it easier for him to recover. Но однажды на соседнюю койку положили человека, который был одержим бесом или злым духом. But one day in the room next to him, they put a man who was possessed by demons. Он по ночам просыпался, кричал на Сергея, обзывал его очень плохими словами. He would often wake up at night and yell at Sergei, along with a lot of profanities. Те, которые были рядом, врачи и другие больные, они не понимали, что плохого ему сделал Сергей. Both doctors and patients couldn't understand what Sergei did to the man to inquire. Но Сергей просто молился за него. But Sergei only prayed for him. Прошло время, и Сергея вернули в тюрьму, потому что ему стало легче. Time went on, and because Sergei got better, they put him back into the prison. Следствие продолжалось, и он узнал, что без всякого суда ему вынесли приговор. The investigation as to why he was arrested was still going on, and the court already made
the judgment. Его отправили на 25 лет в ссылку на север. Ну, ссылка это как... Это имя? Нет, ну как, дали 25 лет в трудовом лагере на севере. Okay. The court's ruling was that he got 25 years in a gulag. Это был 1941 год, в то время как раз, когда началась война. 1941, 1941. This was still in 1941, right when World War II started. На вагонах, которые предназначались для перевозки животных, его и таких же заключенных, многие, которые из них были действительно преступники, отправили на север. His job was to, in carts like for animals, he and many fellow prisoners who were definitely criminals were shipped up further north. Вагоны были переполнены настолько, что невозможно было лечь. The carts were so filled up that it wasn't even possible to lay down. Многие люди в такой жаре умирали прямо по вагонам. It was so hot that many people died due to heat stroke. Так как началась война, по железной дороге перевозили много оружия, и из-за этого их поезд часто останавливался. Since it was during war, this train also carried a lot of ammunitions and weapons, therefore making a lot of stops. Однажды всех, кто был в этом поезде, заключенных, вывели, и они 3 дня лежали на земле. One time, everyone who was in a wagon on the train was allowed to walk out, and they laid on the ground for 3 days. Охрана, которая стояла над ними с оружием, сказала, что если кто-то из них поднимет голову, то они будут стрелять. The guards who stood around them with guns said that if anyone even lifted their head, they would be shot. В течение, почти 3 месяца длилось это его путешествие из-за того, что поезд часто останавливался и пропускал поезда с оружием. His journey lasted about 3 months because his train was making way for the trains with ammunition and weapons. Кормили их очень плохо, давали половину рыбы в день на человека. They fed them very poorly, half of a fish per person a day. Очень много людей в этих вагонах болели. A lot of people in the wagons got very sick. Но Сергей молился, и Бог его хранил. But Sergei prayed and God protected him. Когда они приехали до места своего назначения, им сказали, что дальше они пойдут пешком. When the train finally finished its journey, the guards told them that they would make the rest of the way to the place on walking. Северная часть Сибири очень богата полезными ископаемыми, и стране нужны были люди, которые будут добывать золото. The northern part of Siberia is very rich in resources, and they needed people that would mine gold. Его, как и несколько тысяч остальных заключенных, отправили на крайний север строить лагерь, в котором они будут работать и содержаться. Him and many people like him were sent very far north, where they would build their camp and work there. Следующие 3 недели они шли через Сибирь, очень часто переходили вброд реки, в воде, через болото, многие тонули. During this 3-week journey, they walked a lot through Siberia, and they would have to wade across rivers and swamps, and many of them drowned. Люди, у которых заканчивались силы, падали, и тогда охрана била их прикладами.
people who were very tired of walking eventually collapsed, and the guards would beat them with clubs. Кто мог вставать, вставал, а те, кто вставать не смогли, их расстреливали. Those who could get up after the beating did get up, but those who couldn't, they were killed there. Сергей хоть и стал чувствовать себя лучше, чем когда он лежал в камере, но все равно был очень истощен. Sergei did feel better than when he was in the solitary cell, but he was still very skinny. Он старался помогать другим людям, которые чувствуют себя хуже, чем он. He tried to help a lot more people who felt worse than he did. Кормили по-прежнему плохо, но зато вокруг было много воды и ягод. They were fed very poorly, but there was a lot of water and berries around them. В конце лета 1941 года они пришли на то место, где они должны были строить лагерь. By the end of the summer in 1941, they reached the place where they were supposed to build their camp. Очень много людей погибли по дороге. A lot of people died on the way there. Когда они пришли туда, уже начинались первые сильные морозы. When they finally got there, the first very strong colds began to happen. Было очень холодно, и жили они, все заключенные жили в двух палатках, в каждой было по 1500 человек. Да, огромные палатки, в которых в каждой по 1500 человек жили. Sorry, опять. Было уже холодно, жить им приходилось в палатках, в которых было по 1500 человек. Okay. Once they made it there, it was becoming very cold, and a lot of people had to live in huge tents, almost 500 to a tent. Днем им приходилось тяжело работать в шахтах по 12 часов. А по вечерам их заставляли приносить большие камни для того, чтобы из них строить для охраны дома. During their time there, they worked 12-hour shifts in the mines, and at night they were made to carry rocks to build houses for the guards. Кормили очень плохо, так что Сергей за это время ни разу не поел досыта. Досыта это чтобы хорошо? наесться, да. During this time, they weren't being fed very well, and Sergei was rarely ever full. Уже настала осень, и начались очень сильные морозы. Люди получали обморожение конечностей. During this time, it was fall, so it was getting very cold, and a lot of people got frostbite. Но они продолжали работать в шахтах, там их очень сильно били, и многие умирали. But they still continued to work in the mines, where they were treated very badly, and they were beat. Сергей на тот момент 36-летний человек был похож на 70-летнего мужчину. During this time, Sergei was a 36-year-old man, but he looked like he was 76. Люди, которые прибыли с ним в одном вагоне, уже все умерли. К тому моменту остался жив только он один. The people that were traveling in the same wagon as him on the train have already died by this point, and he was the only one left alive. Каждый день присылали новых и новых заключенных, и через несколько месяцев Сергей остался один, как бы среди той первой группы, которую привели. But there was a steady supply of inmates who were coming, new ones, and eventually Sergei was the only one that was alive from the first train. Охрана лагеря говорила узникам, что потерпите, сейчас приедет колонна с техникой, с тракторами, они помогут построить баню, помогут построить столовую, дома, и вам будет легче.
The guards would say to the people in the camps, just wait a little longer and people with machinery will come and they will make your living quarters and showers and cafeteria, and it'll get easier. Но когда наконец-то дождались и приехала техника, поняли, что эта техника будет строить дома для охраны, будет строить новые шахты, но никак не облегчит жизнь заключенным. When the machinery did come, they realized that it was going to help build houses for the guards and new mines, but it would not help them. Получилось так, что когда начали работать в полную, в полную мощь эти шахты, люди стали умирать еще в больших количествах. Так что тела собирали и выносили, бросали на лед реки. When the mines became functional at full capacity, more people died and their corpses were carried out and thrown onto the ice on the river. К этому моменту Сергею стало очень плохо со здоровьем, и он уже не имел сил, чтобы работать. During this time, Sergei got very sick and he wasn't able to work anymore. Однажды он решил устроить побег. Побег? Бежать. Okay. One time he decided to make an escape. Он рано утром встал, и после того, как их всех посчитали, он спрятался. He got up very early one morning, and after they got roll called, he hid. Он покинул территорию места, где они должны были работать, и поднялся на холм. He ran away from the site that they were designated to, and he ran up onto a hill. Когда он осмотрелся вокруг, он начал молиться Богу, чтобы Бог сам проговорил к нему. Once he was on top of the hill, he looked around and he prayed to God to ask God to show him. И тогда Бог проговорил ему одним местом из Библии, которое я сейчас ты прочитал. During this time, God showed him a verse that he's pulling up. The verse is 1 Colossians 24. Who now rejoice in my suffering for you, and fill up that which is behind of the affiliations of Christ in my flesh, or his body's sake, which is the church. Он понял, что Бог говорит ему о страданиях, которые ему предстоит испытать. He understood that God was telling him about the hardships that he was going to face. Он решил вернуться обратно. He decided to return back to the camp. У него было очень мало сил, и он шел по глубокому снегу, и когда он уже подходил в лагерь, он окончательно потерял силы. He was very weak at this point, and he was trudging through a very deep snow, and by the time he got to the front of the gulag, he had lost all will to move. Yeah. Он знал, что если его увидит охрана, то его застрелят. He understood that if the guards see him, that they'll shoot him on sight. Но Бог в этот момент послал заключенных, которые возвращались из шахты в лагерь, и они помогли ему вернуться. At this moment, God sent a returning group of people who were working in the mines, and they helped him get back in. Он попал в лагерную больницу или госпиталь. He ended up in the Gulag hospital. У него было такое тяжелое состояние, что врач, который лечил больных, он думал, что Сергей умрет. He was in such bad condition that the doctor that was there thought that Sergei wouldn't make it. Ему стало жалко Сергея, и он положил его ближе всех к
к печке, чтобы ему было тепло. He felt bad for Sergei, and he put him closer than anyone else to the stove. В палатке, где жили все заключенные, в середине стояла большая бочка, в которой горели дрова. И чтобы согреться, нужно было стоять всю ночь. Из-за этого Сергею всегда было холодно. In the tent that they lived in, there was a big barrel in the middle that had burning wood in it, and to warm up you had to stand there for the entire night, which is why Sergei was rarely ever warm. А теперь его положили рядом с печкой, и он наконец-то согрелся за многие недели. But they finally put him next to a stove, and he was able to warm up for the first time in weeks. Рядом с ним положили еще 12 человек, которых состояние было такое же, как у Сергея. Next to him, they laid down 12 more people that were in a similar condition to him. Считалось, что в этот угол всегда клали людей, которые скоро должны умереть. И хоть врачи старались бороться за их жизнь, но было уже бесполезно. 12 человек, которые были вокруг Сергея, умерли. This corner was meant for people that were very unlikely to survive, and the doctors tried to save them, but they were unable to. And all 12 people that laid next to Sergei died. В это время началось расследование, почему заключенных так плохо кормят и почему они умирают. И директора главного в этом лагере, самого за это осудили, его помощников и его, и они тоже попали в лагеря такие же за это. During this time, there was an investigation as to why the prisoners were being fed so badly and why so many of them were dying. And the people that were in charge, along with those who helped them, were judged and they were sent to camps themselves. Кормить стали лучше, но появилась другая проблема. Многие заключенные из-за того, что стали есть лучше, больше, чем они привыкли, начали умирать от этого, потому что у них здоровья не было, чтобы столько пищи. They started to get fed better, but since their bodies couldn't process as much food anymore, many of them got sick and died because of being fed better. Врач знал, что Сергей очень слаб, несмотря на то, что он все еще жив и не умирает. The doctor knew that Sergei was very weak and very close to dying. Сергей просил, чтобы врач дал ему не диетический рацион, а обычный полноценный, потому что он был очень голоден. Но врач боялся, что его желудок не справится с этой едой. Sergei asked the doctor for a full meal instead of the dietary meal, but the doctor was afraid that his stomach couldn't process it and that he would die. Но помощник врача сказал, ну хорошо, все равно он может скоро умереть, как бы ему стало его жалко, он говорит, пусть он хоть поест хорошо. But the doctor's assistant felt bad for him, and he told the doctor he's gonna die, he might as well feed him well. Все это время у него было сильное кровотечение, но после того, как он хорошо поел хлеба, то у него это прекратилось. Кровотечение, ну как бы кровь выходила с тела. Не остановилась. When he was weak, he had a very it was very hard for him to stop bleeding, and after he got better nutrition and got better, the bleeding stopped. Когда увидели, что Сергею стало лучше и он может работать, его отправили на заготовку дров для лагеря. Эта работа уже была легче, чем работа в шахте. When Sergei got better enough to work, they sent him to chop wood for the entire camp, which was easier than working in the mines. Он должен был ходить в соседний лес за дровами, ломать
старые ветки и приносить и топить ими печку. He had to go to the neighboring forests and cut down wood and dead branches and bring them back and burn them for the camp. В первую ночь он не справился, печка горела, но горела плохо, и утром его за это очень сильно побили палками. The first night, he tried very hard to work, but he wasn't able to, and the fire was going, but very badly, so he got beat for doing a bad job. И он до конца жизни из-за этого слышал шум в ушах. And due to this, for the rest of his life, he had a ringing in his ear. В этом лагере он провел еще немного времени, и его перевели в другой лагерь, который находился еще дальше, на север. He spent a lot of time in this camp, but they relocated him to a different camp that was further north. Люди в том лагере даже не делали попыток сбежать, потому что бежать было некуда. Много тысяч километров вокруг не было ни городов, ни селений, ни вообще людей. Many people who were imprisoned at this camp didn't make escape attempt because it was pointless and there wasn't a town for thousands of kilometers in radius. Они тогда говорили, была как поговорка такая, что закон тайга, а прокурор медведь. Так говорили, да. Прокурор это как обвинитель государства. They had a saying that что было? Закон это тайга, а прокурор это медведь. They had a saying that the law was the tundra and the judge was the bear. Он попал в лагерь, в котором добывали уголь. He got into a camp that mined coal. Его распределили в бригаду, в которой был из числа таких же узников главный. Его звали Евгений. Он был очень злой. He was put into a brigade of inmates who were captained by a guy named Evgeny, and he was a very cruel man. Он и два его помощника ходили с длинными палками и били заключенных. Him and two of his friends were walking around and beating them with sticks. И он с самого первого дня возненавидел Сергея за то, что он всегда молится Богу. And from the very first day, he didn't like Sergei because he prayed to God a lot. Из всей бригады больше всего побоев, били, больше всего Сергея. Он и Евгений, вот этот, который был главным, он говорил, что я заставлю тебя отречься от Бога. Out of all the people in Sergei's group, Sergei got beat the worst and the most. And person that was in charge of them said that he would make Sergei reject God. Однажды его очень сильно побили, так что у него шея искривилась, стала кривой. One time they beat him so hard that his neck became crooked. У него очень долго, самопроизвольно поворачивалась голова, сама против его воли, крутилась. For a very long time, his head would turn by itself and without him trying to. Сергей в эти времена очень сильно молился Богу и просил, чтобы Бог послал ему смерть, потому что так жить он больше не мог. During this time, Sergei prayed to God to give him death because he couldn't keep living like this. Но Бог знал, что ему нужно еще прожить и трудиться для него предстоит. But God knew that he had to survive and continue to suffer for God. Когда Сергея осудили, ему дали статью, которую присваивали людям, которые хотели сделать государственный переворот, революцию. When they
gave him his sentencing, they put him under people who wanted to start a revolt against the government. В то время много людей ни за что получали такое же наказание, ну, по этой же статье наказания, и было негласное распоряжение, что живыми людей с такой статьей нельзя выпускать после тюрьмы. A lot more people were falsely accused of trying to start a revolt, and their sentence was life, or that they couldn't be released while they're living. Всего в тот период было таким образом убито 17 миллионов человек по этой статье. For this sentence, 17 миллионов. 17 million people were killed under this sentencing. И Сергей считался таким же предателем Родины и должен был погибнуть в числе этих людей. Sergei was considered a person that committed treason, and he was supposed to die with them. Он молился и просил, чтобы Бог забрал его из этой работы с шахты и дал ему другой труд. He prayed to God that God would take him away from the mines and give him a different job. И однажды повар увидел его, повар лагеря, и предложил ему работать в столовой. And one time the chef of the camp saw him and offered him a job to work in the cafeteria. Сергей стал помогать в столовой, ставил посуду, потом в конце работы мыл посуду после заключенных. Ну, ему стало немного легче, он уже не так сильно голодал. Here, at his job, he set the table and cleared the table and then washed the dishes after the other inmates, and this was easier for him, so he got better. И все удивлялись тому, каким он был честным. Люди, которые были в столовой, очень много воровали, старались найти лишнюю еду, но Сергей так никогда не делал. People were very surprised with how honest Sergei was, and they would often try and steal food or find food that was left out, but Sergei never did. Евгений, который его ненавидел и много бил, он при встрече стал уже улыбаться Сергею, стал бояться, что Сергей пожалуется на него охране, потому что его уже начали уважать. Evgeny, the person that was very cruel to Sergei, started to respect him and fear him because he feared that Sergei would take revenge on his crew. Но Сергей простил его, он молился за него. But Sergei forgave him for the way he was treated and prayed for them. Многие люди завидовали Сергею и хотели также работать в столовой. К тому моменту Сергей уже стоял на раздаче пищи. During this time, a lot of people envied Sergei for his type of job, and they wanted it too. At this time, he was serving food. И однажды его обвинили, что он, другие заключенные обвинили в том, что он неправильно раздает пищу, и попросили, чтобы Сергея убрали с этой должности. Later, inmates falsely accused him of being unfair of the way that he gave out portions and asked that he was removed from his post. На эту должность поставили другого человека, и когда несколько раз заключенным не доставалось пищи из-за того, что он что-то неправильно делает, то Сергея вернули обратно. And Sergei was replaced, but anytime that inmates didn't get enough food or didn't get a fair amount of food, they wanted Sergei back. Потому что Сергей всегда молился перед тем, как начать раздавать еду, и всегда всем еды хватало. Because Sergei would pray before every meal,
and there was enough food for them after that. Вскоре его перевели снова в другой лагерь. Soon he was moved to another camp. Один охранник, который знал Сергея по предыдущему лагерю, в новом лагере посоветовал взять его в больницу, в лагерь работать. A guard who knew Sergei from the previous camps suggested that Sergei work in the camp hospital. Когда он попал в госпиталь, он стал помощником доктора, и люди приходили к нему за помощью. When he started working as the doctor's assistant, and people would come to him for help. Тогда была очень сильная зима, морозы 65 градусов по Цельсию, это, я не знаю, сколько это по Фаренгейту, 65 градусов по Цельсию морозы, и люди получали обморожение. During this time it was very cold. It got to negative. Обморожение. Это меньше, чем 0. Я сейчас скажу, сколько это градусов. Ну, люди, скажу, что люди получали обморожение. Anyways, it was very cold enough for them to get frostbite. He's gonna get the exact temperature. 85 по Фаренгейту минус. Ну да, Минус 85. it was negative 85 degrees Fahrenheit. И людям приходилось отрезать руки, ноги из-за обморожения. The frostbite caused many people to become amputees. Не было обезболивающих, и все это приходилось делать наживую. Но Сергей за многих, за кого мог, молился, и им становилось легче. There were no painkillers, so it was done without the assistance of drugs, but Sergei would pray for anyone that he could, and they had an easier process for surgery. Вскоре по всему лагерю стало известно, что Сергей лечит лучше, чем доктор, и приходили за помощью к нему. Soon throughout the camp it became known that Sergei did a better job of helping people than the actual doctor, so many people came to him. Много лекарств не было, но из того, что было, Сергей делил на несколько частей и раздавал больным и молился. Он не был уверен, что эти лекарства нужно так применять, но Бог исцелял людей. There wasn't a lot of medicine, but the medicine that they did have, Sergei made portions of them and gave it to the people that needed it, and he prayed over them. He wasn't sure if the medicines worked, but he knew that God would take care of it. Так продолжалось несколько лет. This continued for a few more years. Охрана уже охрана очень уважала Сергея за то, что он был такой честный, за то, что он справедливый, и все знали, что он верит в Бога. The guards respected Sergei because he was fair and honest, and they all knew that he believed in God. Однажды в этот лагерь перевели Евгения, который в прошлом лагере очень сильно бил его. Евгений был очень истощен, был худой и был не похож на себя. Later they transferred Yevgeny, the person that was cruel to Sergei, to the same camp that Sergei was at, and he wasn't looking like himself. He was very skinny. Когда он увидел Сергея, он упал перед ним на колени, начал очень сильно плакать и просить прощения за все, что он ему сделал. But when he saw Sergei, he fell on his knees and he started crying and asking for forgiveness. Сергей поднял его и обнял, сказал, что я тебя прощаю, я за тебя всегда молился Богу, чтобы Бог тебе помогал. Sergei picked him up and he hugged him and said that he had forgiven him and that he was praying to God every day for him. Но Евгений был очень сильно болен, и вскоре он попал в больницу к Yevgeny was very wounded or sick. Either way, he ended up in the hospital. Сергей очень много над ним провел времени, прилагал все усилия, молился за него,
И он перед смертью принял Бога, ну, как бы покаялся. Sergei spent a lot of his time trying to treat Evgeny, but it was in vain. And before Evgeny died, he accepted Christ. И он умер у него на руках. And he died in Sergei's arms. Потом Сергей долгое время был в этом лагере, но все-таки его снова перевели в другой лагерь. Он каждый раз плакал в молитве Богу и говорил: Боже, зачем ты меня переводишь, когда мне становится хорошо в одном месте, ты меня как бы переводишь. More years passed, and I don't know years, but more time passed, and he was moved to another camp, and he would ask God why he was moving from camp to camp when it was just getting better for him. Охранник из предыдущего лагеря сказал ему, что он настолько как-то к нему привязался, сказал, что как только тебя в новый привезут в лагерь, ты найди способ мне написать письмо, где ты находишься, и я постараюсь тебе помочь. One of the guards became so attached to Sergei that from the previous camp that he asked Sergei to write to him once he got transferred to another camp, and so that the guard could request a position at that camp that he was relocated to. Сергей написал ему письмо и сообщил, где он находится, и тогда этот охранник с того лагеря написал начальнику нового лагеря, где сейчас Сергей, о том, что это очень честный человек, и дайте ему хорошую работу, чтобы не обижать его. Okay, I got that last part wrong. He didn't Hold want on to just a move. minute. Okay. If you guys need to check your phone and text your mom or dad, let them know we're running late, do that now. Okay? Время очень долго. Ага. Ну, скажи, что You can keep going though. Ну скажи, что если что, я могу заканчивать. If anything, he can wrap it up. Ну, хорошо. Я буду стараться короче. Yes. Сергей, как бы, Сергей знал, что срок его уже скоро закончится, но он знал, что его не захотят выпускать из этой тюрьмы, его должны будут убить. So the guard didn't want to move, or not didn't want to, but the guard wasn't going to move camps to the same one. But Sergei wrote the guard a letter, and the guard wrote the captain of Sergei's new camp a letter of recommendation, basically making his living situation easier at the new camp. And his sentence was wrapping up, but he knew that they couldn't just let him leave, and that he would either be killed or die there. Однажды он узнал от кого-то из заключенных, что один авторитетный, ну как бы такой, ну, известный заключенный проиграл жизнь Сергея в карты, что он его должен был убить. Он проиграл в карты, и наказанием ему за это должно было убить Сергея. One time from an inmate, Sergei found out that another inmate had lost a game of cards, and for his loss, his punishment was to kill Sergei. И Сергей просыпался специально рано утром и уходил, и возвращался, когда уже все спят. Because of this, Sergei especially got up early and returned back once everyone had fallen asleep. А этот человек искал способа и возможности убить Сергея. But the person that lost the game looked for an opportunity to kill Sergei. Потому что в противном случае убить могли его за то, что он не выполнил свой долг. Because in the worst case scenario, he would be killed if he couldn't pay his debt. Сергей молился, чтобы Бог сохранил его жизнь. И случилось так, что во время работы на этого злого человека упало поваленное дерево и прибило его. Sergei prayed for protection
And during an hour of work, the guy that was supposed to kill Sergei was crushed by a fallen tree. Жизнь как бы Сергея осталась, ну, он остался жив. And because of this, Sergei was left alive. Шло время, и до его освобождения оставалось не так много времени. Один из охранников сказал, что начальник колонии приказал отправить его и группу таких же заключенных, которым осталось несколько месяцев быть, на другой берег реки. А это происходило так, что охрана брала, уводила этих людей очень далеко, где-то примерно 2 недели пути от лагеря пешком, оставляли там и уходили, и они просто умирали. Okay, so his sentence was running out, and there wasn't that much time until he was until his sentence was done. And since they didn't want to let him out, him and many people like him whose sentences were running out were taken out by a group of guards on a 2-week journey away from the camp and just left to die in the wilderness. И один из охранников, который очень сильно доверял Сергею, сказал ему, что я попробую спасти твою жизнь. One of the guards that trusted Sergei a lot told Sergei that he would try to save his life. Он начал прятать его на подсобном дворе, ну там, где хозяйство жило, коровы, козы, овцы, которые принадлежали охране. Он прятал его там. The guard would hide Sergei in the cattle pens he would just hide there. И так продолжалось 4 месяца. And 4 months, this continued for 4 months. Когда Сергей пришел через 4 месяца к начальнику за тем, чтобы он ему дал бумагу на освобождение, начальник начал очень сильно кричать на него. When Sergei came to the captain of the camp to get his paper that said that his sentence was done, the captain yelled at him very loud. Он говорил, где ты был все это время? Я подписал, ну, как бы приказ, чтобы тебя отправить в другое место. Почему ты все еще здесь? He yelled at him, why are you still here? I signed a document that, or I signed an order that should have had you taken out from the camp. Но Сергей сказал, что меня спас Бог. И этот начальник его начал сильно ненавидеть за это. Sergei said that God saved him, and the captain began to hate Sergei for this. Однажды ночью Сергея разбудили и сказали, что его зовет к себе снова начальник лагеря. One time at night, Sergei was woken up and he was informed that the captain was calling for him. А все, кто находились в этом лагере, знали, что если среди ночи охранник зовет, начальник охраны зовет, то значит он будет очень сильно бить. И так уже очень много заключенных погибло от побоев начальника. All the inmates knew that if someone was called out during the night, that very harsh beating was going to ensue, and many people died like this. Сергей очень сильно молился, пока шел к начальнику лагеря и просил, чтобы Бог его сохранил. Sergei prayed a lot on his way to the captain, and he asked God to save his life. Когда Сергей зашел к нему в кабинет, начальник задал ему вопрос: ты слышал, что говорил сегодня днем один из заключенных во время работы про меня плохое, про власть плохое, про страну плохое? The captain asked Sergei if he had heard anything from other inmates, any negative things about the captain, the country, or the camp. Сергей сказал, что даже если бы я слышал, я не могу это сказать, потому что ну, как бы это не мое дело. Sergei said that even if he did hear anything, he couldn't say anything about it because it wasn't his deal.
Тогда начальник встал за стола, закатал рукава и приготовился, начал закатывать рукава, чтобы начать бить Сергея. After this, the captain stood up and he cuffed his sleeves to get ready to beat. Но Сергей сказал, что я честный человек, и я не хочу никого подставлять, и я лучше пострадаю за другого. Sergei told him that he was a fair person and that he didn't want to throw anyone under the bus and that he would rather suffer for them. Тогда злость этого начальника ушла, и он сказал, что вот если бы все были такие, как честные, как Сергей, то тогда как бы у нас все было бы в стране лучше. The captain's rage went away after he said this, and he said that if more people were like Sergei in the country wouldn't have the problems that it did. Он на следующий день начальник подписал бумагу на освобождение для Сергея. The next day, the captain signed the paper that released Sergei. Сергей очень долгое время, когда находился в заключении, не знал, что с его семьей. Sergei, during his incarceration, he didn't know anything that was happening with his family. В тот момент, когда ему было тяжелее всего, когда он лежал при смерти в одном из лагерей, ему вдруг пришло письмо. One of the hardest times he had was when he was laying, almost dying, and he got a letter. Это было письмо от его дочери. Он знал, что это странно, потому что заключенные не имеют права получать письма. This letter was from his daughter, and he knew it was very strange that an inmate got a letter because it was not allowed. В этом письме его дочь написала ему, что после того, как его забрали в тюрьму, им было очень тяжело, но жена, братья и сестры перестали молиться Богу, братья начали ссориться между собой, драться, и между собой мама стала жить с другим мужчиной, и, в общем, она от них ушла на фронт, чтобы, на войну, чтобы спокойнее ей было, потому что дома стало находиться невозможно. The letter said that the letter from his daughter said that after he was arrested, life was very hard for them, and that the brothers and sisters and the mom stopped praying to God, and the mom was living with a new husband, and after a while she went off to the front lines because it was more peaceful for her there. Это был самый тяжелый момент за все время его заключения в тюрьме, и он знал, что это сатана решил его окончательно сломить и прислал ему это письмо, чтобы он сдался. This was the hardest time during his incarceration, and he knew that Satan was trying to get his last punch in before to kill his hopes. Он говорил, что, Боже, почему сатана не смог победить меня, но он решил подобраться ко мне через мою семью. Задал вопрос. He asked God that he knew that Satan couldn't corrupt him, but why Satan was going through his family to corrupt Sergei. После освобождения ему еще 8 лет нельзя было уезжать туда, где он жил, и он жил в одном из городов на севере. Он женился, у него родился ребенок, там он продолжал служить Богу. For 8 more years after his release, he wasn't allowed to leave the area, and he lived in a town that was near his latest camp, and he married there and had a child. Через 8 лет его вызвал, по прошествии 8 лет, когда он пришел в полицию для того, чтобы ему подписали документ, что он может уехать, ему выдали паспорт и сказали, что страна приносит перед вами извинения, ваше дело закрыто, и вы не виноваты ни в чем. When after the 8 years, he went to the police to get a paper that said that he could leave,
and he got a passport and documentation and a formal apology from the country that said that he didn't do anything wrong. Он вернулся туда, где он жил до этого, и приехал как бы, в свой дом. He moved back to where he used to live and lived in his old house. Он увидел снова своих детей, свою семью, и в этот момент его прежняя жена сильно болела и была при смерти. When he moved back, he saw a lot of his family again, and his previous wife was very sick and on her deathbed. Она умерла, но перед смертью она просила у него прощения у Сергея и покаялась перед Богом. She died, but before her death, she asked Sergei for forgiveness, and she came back to God. Сергей умер в возрасте 73 лет, но всю свою оставшуюся жизнь он посвятил тому, что основывал церкви, проповедовал о Боге в Донбассе. Ну, Донбасс регион такой. В 73 года. He died at the age of 73, and from the time that, for the rest of his time, he dedicated himself to. Что он делал? Основывал, открывал церковь в Донбассе. Донбасс это там, где сейчас война. Донбасс регион такой. Okay. He spent the rest of his life establishing churches in a region called Donbass, which is where the current war in Ukraine is happening. Люди, которые живут сейчас там, прячутся в подвалах во время обстрелов, молятся, но все очень хорошо помнят Сергея и его проповеди, которые их вдохновляют. Right now, people who are hiding from the bombing raids in Ukraine hide in the basements, and they all pray, and they all remember Sergei. В заключение я хочу, чтобы вы посмотрели видеоролик и прошу, чтобы включили субтитры на английском языке. Это песня, которую все узники за веру, которые прошли в лагеря, когда слушают и поют, ну как бы они плачут. In conclusion, he'd like you to listen to a video with closed captions on in English, and it's a song that many prisoners cry when they hear. Слышим крик журавля.
Ну, на этом у меня все. Простите, что так затянул свой рассказ. Если у вас есть вопросы, то готов ответить. This is all from him. Sorry it took very long. Are there any questions? So how long in total was, I think it was Sergei incarcerated? 25 years. 25 years. And then 8 years he was kept afterward, right? Technically, yeah. That was the same question. So 32 years, so he went in 1941 and got out in 1973. 33 years, okay. Thank you. 1974. Thank you, that was wonderful. All right, guys, I'm gonna